Здорово, танкисты! С вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры «Мир танков» от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре советский супер тяжелый танк 10 левела Объект 705А. Советская проходная прокачиваемая техника тяжелая. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. Итак, господа, коллижен модель нашего сверхтяжа объекта 705А. Давайте смотреть. НЛД 253-240. Как для десятки, достаточно крепкая НЛД вот в такой проекции. Понятно, если будете вдруг где-то танковать от переда, здесь уже больше 300 вот под таким углом. Очень крепкая НЛД, как даже для десятки тяжелого танка. Касаемо ВЛД, 269 снизу, сверху 288. Даже я чуть неправильно поставил вот так. 275, вверху под 300. Вот, теперь правильно. Надгусечные полки у нас рикошетные, сюда стрелять бесполезно. Прошу прощения. Башня у нас сферическая. Кругляк вокруг ствола 580, 348 здесь маска, 330, 600, 700, 370. Ну, самая маленькая 350. А чем пробивать? Только какие-нибудь ПТСАУМ, там типа Ягпанзер Е100 ягами. Другим сюда и то, куда-нибудь сюда попадете уже 700, 586. То есть выцелить вот эти вот точечки очень тяжело. Сама башня 369, 370, ну а дальше там до 1000. Уязвимых зон в виде лючков, как таковых, можно сказать, нету. Ну вот, смотрите. Все, нету. Верхняя планочка 60. По правилу 3 калибров только от 180 миллиметров сюда можно что-то забросить. Но эта планка очень маленькая, узенькая, еще нужно попасть. Борта. Верхняя часть у нас гнутая, нижняя закаточная прямая. Соответственно, как мы танкуем от борта. Мы помним, что у нас еще заднее, можно сказать, расположение башни. Да, можно сказать, заднее. Оно, конечно, смещено ближе к центру, но в целом заднее. И смотрим. Ага. Не пробить. Один рикошет и там невероятные 400. Перекручиваем борт. Ага, то же самое, не пробить. Потому что вот то, что сейчас показывается, вот это вот 240, вы в жизни не увидите. На вас ствол вот так будет смотреть, кому повернет башню. Щека 320. То есть король танкования от борта на 10 левеле. И в целом броня башни лютая. Встал в позицию, не выковырить вообще ничего. Даже если чуть-чуть будет торчать в верхней части ВЛД, но, ребята, 293 попробуйте пробить. Вот так вот. Касаемо орудия, пушечка, естественно, 10 левела, 152 миллиметровка, 650 альфа на основном и на голдовом снаряде, 840 на фугасе, 256 пробития на основном, 317 на голде. Немножко вот маловато для такой дуры с такой альфой. Здесь по-хорошему надо было делать 265 и где-то, ну, наверное, не меньше 330 на голдовом снаряде. Но вот сделали по нищему. Ладно. Заряжается орудие при такой альфе 18 секунд. ДПМ почти 2200. 0.44 не самая лучшая точность и не самое комфортное время сведения в 2,8 секунды. По полевой модернизации. Во втором блоке качаете вездеходную ходовую. В четвертом блоке отстройки параллакса улучшаете точность пушки. Потому что вы часто будете сидеть в позиционных боях, соответственно, стрелять не только прям в упоре, потому что этот танк может один направление держать, поэтому рекомендую здесь все-таки отстройку параллакса. В пятом блоке обязательно звукоизоляцию, в седьмом дополнительную шумоизоляцию, потому что вас будут фокусить, когда будете держать фланг, либо штурмовать фланг. Максимальная защита от фугасов. И в восьмом блоке дополнительную систему безопасности. В шестом блоке второй слот берете на огневую мощь. Либо, если будете катать на этом танке, ну, вдруг на турбине, конечно, выбираете мобильность. По оборудованию ставьте либо закалку, либо вот как я вентиль. Ставите досел и ставите стаб. Если будете катать на
турбине, то вместо, например, вентиля либо закалки ставите турбину, потому что эту мудрину все-таки стаб бы я под и досл оставлял однозначно. А вот дальше играйтесь сами. Либо закалка, либо вентиль, либо турбина. По снарядам. Основной у нас бронебойный, скорость полета 900 метров в секунду. И как для 10 левела это очень по-нищему. Честно говоря, я не понимаю, почему здесь такая скорость полета. 10 левел, господа, очнитесь. Голда у нас кумулятивные снаряды, те же самые нищие 900 метров в секунду. Со скоростью полета у 705-го, конечно, большие проблемы. Фугас, кстати, летит с такой же скоростью. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. У нас 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь в целом по плюсам и минусам этой машины. Это реально штурмовой танк. Мы помним бронирование НЛД, ВЛД. Да, он может стоять не только держать фланг в позиции, конечно, он может атаковать и пробить эту машину порой даже в НЛД достаточно сложно, что тут даже говорить. Вот. Касаемо огневой мощи, у нас, конечно, есть присущие советским танкам тяжелым проблемы со скоростью полета снаряда, факт есть, с бронепробитием, факт есть. С углами вертикальной наводки это прям фирменный знак советских тяжелых танков. И, конечно, на рельефных картах на этой машине, как и на всех других советских танках, попка ваша будет гореть синим пламенем. Да, у нас нормальная для тяжелого танка точность, более-менее комфортное время сведения, но сочная альфа. Играем на этом танке в позициях, где перестреливаются тяжелые танки, играем от альфы, играем от количество ХП, к которому мы вот сейчас, кстати, переходим. У нас без закалки на вентиле 2450, и это неплохо, а мы помним бронирование. Поэтому на машине будем трясти мускулами и броней в ближнем бою. По мобильности у нас 40, кстати, вперед, 15 назад. Для такой туши без турбины вполне себе неплохо он едет. Почти 15 лошадей на тонну удельная мощность. По обзору 440 метров, кстати говоря, что вполне себе даже как для тяжелого танка 10 левела неплохо на самом-то деле. Вот. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, как этот штурмовой супер тяж советский чувствует себя в рендере. Так, господа, обзор боем. Объект 705А, советский сверхтяжелый танк 10 левела, проходная прокачиваемая ветка. Так, да, подвижность это явно не наш конек. Блять. Ну какого хера?
Блядь, да хватит мансовать-то уже. Так, ну 2500 дали. Хорошо. Едем дальше. Блин, да что ж вы... Вот ублюдки-то, а. Слава тебе, Господи. Ай, ух ты. Все, маус конец. Ну, 3200 дали. Больше бы дали. Вы видели, стрелял в союзников 2 раза. Закрывали мне прострел. 2700 натанковали. Да, немного пока. Ну, блин. Что, нас тайпом-то угощать будут? Нет, наверное, уже. Да, его сейчас там расхреначат вместе с кранвагоном. Да не, уже все, ничего не настреляем. Да не, все уже, ну как. Не успеваем мы на краны. Краном нас угощать не будут. Я успел, доехал, но уже все нет. Ладно. 705А имба имбическая. Да, 3 дали, больше не получилось. Но опять же, это вот как раз показатель подвижности танка. У вас лютая броня, у вас мощная альфа. Ну, орудие более-менее, да. Но подвижность слабая. Если ваши союзники давят, настрелять на медленных танках очень тяжело. Очень невероятно тяжело. Много. И вот тому вам подтверждение. 4 место по урону. Лютая имба в дефе. Если окопается, спрячет НЛД, выбить эту машину из позиции очень тяжело. Ребята, у кого есть в ангаре, пишите свои комментарии, как вам эта тачка, получается на ней, нет. Какой там, не знаю, средний урон. Вот. Как по мне, ну лютая имба. Кстати, можно посмотреть средуху в статистике. Так. Что у нас тут? Ну, 3. Вот я в свои 3К и сыграл, по сути. У меня на этом танке 3. Ладно.
Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. По пятибалльной системе твердую 4 он заслуживает, этот агрегат. Вот. До скорых встреч в новых обзорах. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.